Всем привет! Как известно, на точилку кадет у нас подходят зажимы от точилки профиль, в том числе малоуниверсальный стол. Но при работе малоуниверсальным столом на точилке кадет есть некоторый ряд нюансов, о которых мы сегодня и поговорим. Первым делом устанавливаем малоуниверсальный столик на рамку точилки кадет. В прошлый раз у нас выходил ролик, как правильно пользоваться малоуниверсальным столиком и как зажимать различный инструмент. Ссылка будет в углу экрана. Ну а сегодня мы будем показывать заточку на примере ножа Рубанка, используя при этом струбцину. После того, как мы зажали нож от Рубанка на малоуниверсальном столике, необходимо ослабить оба барашка, которые находятся по бокам столика, для того, чтобы не было задиров на оси. И на глаз можно выставить необходимый угол заточки, после чего зафиксировать оба барашка. И рассмотрим первый вариант – точное выставление при помощи электронного угломера. Устанавливаем камень в держатель абразива. Так как у нас все камни будут одной толщины, компенсатором можно будет не пользоваться. Зафиксировали. Держатель абразива обнуляем электронный угломер 0. После чего на самом столике выставляем примерный угол заточки. У ножей Рубанка существует множество вариантов заточки на разные углы, в зависимости от применения. Предположим, нам нужен угол заточки в 25 градусов. Ослабляем оба барашка по бокам столика. Добиваемся необходимого угла самим столиком. И фиксируем. В данном случае сейчас у нас режущая кромка тоже опустилась. Соответственно, на держателе абразива угол изменился. Обнуляем. И снова устанавливаем на сам столик. Видим, что угол у нас немножко отличается на 2 градуса. Поднимаем на половину нашей разницы. Вот примерно мы добились. Проверяем. Обнуляемся. Двадцать 25,2. 25. Рассмотрим второй способ, более простой, с использованием маркера. Наносим его на подвод нашего ножа и визуально будем попадать в этот угол, ориентируясь на след от абразива. Сейчас у меня установлен Barite CHD 220 из карбида кремния. Я вижу, что у нас след от абразива чуть-чуть выше, чем нужно, поэтому я приподнимаю еще чуть-чуть угол. Вот мы попали в угол заточки и фиксируем. Так как малоуниверсальный столик в первую очередь был разработан для точилки профиль К03, на кадете есть некоторый нюанс. Из-за того, что у нас шарнирный узел находится близко к режущей кромке, камень у нас работает не всей плоскостью. И для того, чтобы у нас не вырабатывать седло с одной стороны, рекомендуется во время заточки его переворачивать. Заточка ножа Рубанка происходит до того момента, пока у нас не появится заусенец с обратной стороны. Его можно легко почувствовать пальцем. После того, как мы вышли на заусенец, нам необходимо уменьшить риску на самом ноже. Для этого я выбираю в сторону грубый камень и беру потоньше. Я перехожу на 320 Barite CHD, также из карбида кремния. Он у меня находился в воде, я его замачивал. Также в воду ложу следующий камень 600. Убираю шлам с ножа, чтобы он нам не мешал. И приступаю к уменьшению риски. Я закончил с 320, буду переходить на 600 и заусенец пока что я не трогаю. Убирать я его буду в конце самым тонким камнем. Перейдем на последний камень, это Barite 1200.
После того, как мы проработали последним камнем, необходимо убрать заусенец с обратной стороны. Для этого мы плотно прижимаем камень к ножу с обратной стороны и небольшими движениями убираем заусенец, тем самым срезая его. Обратите внимание, что камень должен быть плотно прижат к ножу. Заточку ножа рубанка мы закончили. Давайте проведем тест на газете. Как видите, с газетой справляется он легко. Несмотря на некоторые ограничения, качественная заточка на малом универсальном столике возможна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в наш группу ВКонтакте.